Всем привет! Сейчас я расскажу вам про вот такую вот панель контроля доступа. Предназначена она для контроля доступа в помещение, для открывания двери, получается, с помощью электромагнитного замка. Вот такими вот ключиками RFID электромагнитными, либо с помощью кода доступа. То есть, если вы знаете там пин-код, можно тоже открывать. Также на этой панели есть кнопка звонка. Вот здесь выведены контакты, можно подключить дверной замок, чтобы кто-то снутри услышал и открыл дверь. Вот представляет вот эта панель из себя вот такая вот настенная коробочка. Устанавливается она в районе двери, где-то рядышком на стену, либо на саму дверь, смотря какая конструкция, кому как удобно. Изготовлена она из пластика. Влагозащиты особо здесь никакой нет, то есть ее надо устанавливать либо в помещении в предбаннике, либо под каким-то навесом, то есть чтобы на нее влага не попадала. В комплекте идут крепления вот такие вот, 2 дюбеля небольших, 2 самореза, вот отверстия под них как раз сделаны. Вот такая вот панелька, и в комплекте идет 10 ключиков вот таких и инструкция на английском языке. В принципе, тут все понятно, что как подключается. Нарисована схема подключения. Двумя способами можно подключить, то есть через контроллер питания для вот этих домофонов. То есть идет развязка питания через него, и также управлением, открытием электромагнитных замков, вот кнопок, то есть все идет через этот контроллер питания. Либо можно подключить напрямую, если у вас есть линия 12 вольт, либо просто блок питания 12-вольтовый. То есть можно подключить плюс-минус и дальше вывести контакты там на дверь. Получается, минусовым проводом оно будет управляться. Вот кнопка push, то есть все контакты здесь на шине подписаны. То есть разобраться, в принципе, будет несложно. И для наглядности я подключу, продемонстрирую, как она работает. Пропишем ключики, потому что часто бывает, что ключики идут в комплекте, но они не привязаны. Покажу, как это делается. Получается, сейчас замка под рукой электромагнитного никакого нет, но для наглядности использую такой вот фонарь. То есть во время открытия он будет включаться, загораться. Тем самым будет видно, срабатывает замок или нет. Подключаем питание. Отверточка. Плюсовой идет. Самый первый идет 12. Потом черный провод минус. Второй идет. Включаем. И push, это получается при открытии подается сюда питание 12 вольт. Либо NC кнопка, то есть она будет, если замок электромагнитный, магнитом держит дверь, то есть питание должно быть постоянно, а во время открытия отключаться, то мы включаем 4-й контакт. Мы сейчас попробуем на 3-й. То есть питание подается только в момент открытия двери. Открутим, вставляем и затягиваем. Все аккуратненько переворачиваем. Вот так вот. И подаем питание 12 вольт. Загорелась у нас лампочка питания. Так. И получается 3 сигнала означает, что ключик не привязанный, то есть он к нему не подходит. Либо он просто не пришит, его надо привязать к этой панельке. Ключики не привязаны. Для того, чтобы привязать ключики, нам понадобится зайти в режим программирования. Для этого надо, здесь в инструкции есть, как это сделать. То есть написан стандартный пароль для входа в меню программирования. Загорится в это время зеленая лампочка, и потом уже выбираем соответствующий пункт, какой нам нужен. То есть привязать ключики, либо поменять этот пароль для входа в режим программирования, ввести пароль для входа без ключа, просто по паролю. Также можно установить
вход по ключу и по паролю одновременно. То есть надо будет приложить ключ, потом ввести пароль, потом зайти. Также здесь выставляется настройка времени открытия, то есть сколько времени будет открыт замок. Вот. Ну, куча разных настроек, то есть удаление ключей, сброс всех настроек. То есть все функции здесь описаны в инструкции. Так, загорелась зеленая лампа, мы в режиме, нажимаем 5, это привязка ключика, то есть подносим ключик. Вот. Двойное нажатие, это двойной сигнал, это значит, что ключик привязался. Вот и по порядку их привязываем. Вот, все 10 ключиков мы привязали. Для того, чтобы выйти с режима программирования, 2 раза называем звездочку. Вот. Вышли мы из режима, и в принципе уже эта панель готова к работе. То есть мы подносим ключик, и вот там 2 или 3 секунды будет включена панель и выключаться. Вот так вот. Она работает. Вот, в принципе, инструкция достаточно проста. То есть по пунктам можно выбрать нужный пункт и установить там заданную функцию.